господи, мы всегда подозревали, что ты что-то не очень. YouTube-блогеры — это отстой. Королева автотюна. Я хотела, чтобы меня убили всеми разными способами. Автотюн используют почти все. Елена Чижова. Сука! Наташ, я сделаю из тебя звезду. Да. Снимай трусы. Да, и мы с Миленой тоже решили это сделать. Всем привет! Сегодня на канале рожденный в YouTube Наталья Трея. Наталья выпускает видео уже 2,5 года, и у нее 178 тысяч подписчиков. Помимо того, что Наталья известный контент-мейкер, она также выступает в качестве клипмейкера, автора песен и известна своими коллаборациями с другими блогерами. Привет, Наташ! Привет. Чё, как дела? Нормально. Я сегодня поспала впервые за 3 ночи, и поэтому я говорю, не совсем заикаясь. Наташ, у тебя канал называется Трея, да? Да, Трея ТВ. Трея ТВ, Наталья Трея. А какое у тебя настоящее имя? Наташа Трея, такое и есть настоящее имя. Ты по паспорту Трея? Да, по паспорту Трея. Офигеть. Наташа, а сколько тебе лет? Сколько лет, я не скажу. Окей. Потому что я считаю, что возраст — это такая фигня, когда людям прицепляются. Когда мне было 14 лет, мне говорили, что я недостаточно умная, потому что мне 14, несмотря на то, что я уже в этом возрасте писала песни для исполнителей, которым 40. Вот. Но все равно меня воспринимали немножко неправильно. И мне почему-то с этого момента я поняла, что возраст — это всего лишь цифра. Ты, в принципе, уже довольно известный в определенных кругах музыкант. У тебя активный, интересный YouTube-канал, и у тебя есть интересные коллаборации с популярными блогерами. Спасибо. А в детстве ты кем хотела стать? Всегда хотела быть исполнительницей песен, всегда хотела петь и всегда быть хотела на сцене. В детстве я представляла себе немножко по-другому. Я думала, что я буду стоять на сцене, вокруг меня будут танцевать девочки с зонтиками, и все будет так красиво, хотя я уже даже прямо недавно, пару дней назад с Настей Герц сняла коллаборацию, где мы были с зонтиками. Моя детская мечта сбылась. Слушай, ну прям получается dreams came true, да? Ну да, но я правда всегда хотела быть на сцене и именно заниматься творчеством. Я просто стихи пишу где-то с 4 лет. И мне просто даже представить не могла, что я буду заниматься чем-то другим. Я, правда, представить не могла, что это настолько сложно, и настолько будет подводных камней и всяких разочарований, и это действительно непросто, когда у тебя особенно там нет изначального старта какого-то, поддержки, помощи там, от родителей, там, еще от кого-то, от продюсера. Но все-таки это здорово, когда занимаешься тем, чем хочешь, мне кажется. Ты хотела стать музыкантом, и ты им стала. Но был у тебя какой-то, например, герой, на которого ты вот смотрела и равнялась? Нет, не было, но когда я смотрела какие-то фильмы, например, мне всегда нравились отрицательные герои. Мне всегда казалось, что они какие-то более настоящие. Ну, антагонисты, они действительно, наверное, ближе к реальному человеку со своими эгоистичными мыслями. Да. Мне казалось, что вот я буду когда-нибудь таким отрицательным героем, а в жизни это немножко не совпало. Мне кажется, я очень добрая. Ну, все крайне относительно. А кто твой любимый антагонист? Даже не знаю. Не могу ответить на этот вопрос сходу, особенно не спавший. Давай не будем таких каверзных вопросов. Видите, ребята, работа видеоблогера очень тяжелая. Да и ладно. Люди не высыпаются, работают ради того, чтобы вы получили вкусный, качественный, интересный, клевый контент. Ну да, я на самом деле работала так режиссером больше эти дни, а не по блогерской части, но да. Снимать иногда непросто. Иногда ты забиваешь, думаешь, нет, я буду отдыхать, буду спать недельку. А потом думаешь, нет, нужно все успеть за 3 дня. Скажи, пожалуйста, вот насчет твоего канала на Ютубе, как вообще ты дошла вот до этой идеи открыть свой канал на Ютубе? Ну да, я могу рассказать, как дошла. На самом деле просто мы решили снять клип, так как я сначала занималась рок-музыкой, у меня была рок-команда, где мы выступали на всяких фестивалях, ну типа и рок, в том числе нашествия, там вот таких вот. И потом в какой-то момент я стала делать все уже на компьютере, то есть дома, электронную такую музыку. В какой-то момент я решила снять клип. Но я решила снять клип, потому что меня как бы так подвели к этому, я даже не знала, что я буду снимать клип. Я просто написала один парень, что у него есть прикольная идея клипа. И давай снимем. Я слышала твою песню, вот, которую ты записала, давай на нее снимем. И когда мы встретились, мы ее разбили, я там стала придумывать, говорит, точно, классный клип, давай снимать. Я ожидала, что он мне снимет. А оказалось, что он имел в виду, что он мне скажет эту идею. И такой говорит, ну ты когда будешь снимать-то этот клип? Ну и все, я уже загорелась и сняла вот свой первый клип. И на самом деле YouTube, как я открыла, мы сделали квест, как
некую тизер к этому клипу. Это не был квест как сам по себе, это просто был тизер, что потом смотрите клип. И когда я его выложила, ну, надо было просто куда-то выложить, поэтому я канал сделала на самом деле. Ну, просто ж как-то куда-то выложить надо, поэтому канал и открыла. Без того, что я буду блогером. И его стали смотреть, и все стали писать. Надеюсь, это не какой-то тизер к какому-нибудь дурацкому клипу. Надеюсь, это на самом деле квест нормальный, у нас будет продолжение. И я стала стыдно, я сказала, что да, будет продолжение, и снимать начала. Кстати, этот квест, он до сих пор доступен на канале Наташи. По ссылке в описании вы можете пройти на ее канал, посмотреть самое старое видео. Оно вышло в ноябре 2015 года, то есть 2,5 года назад. И он довольно забавный. То есть для первого раза, для первого квеста, я бы сказал, что очень даже достойно. Спасибо, да, он немножко такой крызанутый, вот, мы тогда любили прикалываться и всякое делать яркие какие-то вещи, странные, необычные, чем безумнее, тем лучше, и у меня на канале вышло 6 в итоге квестов, и можете все их посмотреть, они немножко странненькие, и они выходили вначале очень нескоро, то есть я не понимала тогда, не понимала, что нужно часто выпускать и так далее, это первое, потому что второе видео, я, в принципе, первые года это я не была блогером, я скажу, потому что у меня второй квест вышел через 6 месяцев после первого, вот, но было прикольно, еще было снимать сложно, потому что, во-первых, я была новичок, и мне нужно было разбираться во всем, от монтажа до того, как это все сделать, того, как кадры подстроить. Во-вторых, в квестах было по 12 видео, там же переходы, и это было долго снимать. Вот. Наташ, если вот вкратце, да, подумать, о чем, собственно, твой контент? Музыкальные, больше музыкальные, и о том, как я делаю там песни, снимаю клипы и так далее, потому что все-таки детская мечта быть артистом, она во мне живет, несмотря ни на что. Музыкальные клипы, такое, знаешь, жанр, ну, кто-то выстреливает, да, как The Hatters или Little Big, да, кто-то, может быть, не очень выстреливает, но у тебя самое популярное видео, 4,5 миллионов просмотров, да, называется оно «Королева автотюна», «Метрополитен». Ну да. Как вообще ты пришла к этой идее, и как так получилось, что вы с Миленой Чижовой сняли клип, у которого реально 4,5 миллионов подписчиков на канале, в котором даже 200 тысяч подписчиков. Ой, так, ты все 400... запутался. 4,5, 4,600 у меня на канале, потом это Милена уже почти 10 миллионов, но так как, в принципе, я была режиссером клипа, монтировала этот клип, и песня была с моей подачи, то есть вообще всем занималась. То есть я в какой-то степени, так как это мой продукт, все-таки тоже им горжусь и считаю, что вот мой клип, ну как, ну если я его делала, то мой клип, и говорю, что у меня есть клип, у которого почти 10 миллионов просмотров. Подожди, это на канале Милены 10 миллионов или на твоем? На твоем 4 было все-таки. Не, на канале Милены, вот. Но так как все-таки мой продукт, я все равно им горжусь и радуюсь. Но он продублирован просто и у тебя, и у Милены, поэтому. То есть суммарно 14 миллионов просмотров. Да, 14 миллионов, самый классный клип про метро, и фиг с моими творческими идеями. Про метро, нужно идти снимать про метро. То есть теоретически каждый 10-й гражданин страны посмотрел этот клип. Класс! Понимаешь? Каждый 10-й. Если вы входите в этого человека, сразу не бросайте мне помидорами. Ну да, подожди, а в чем был вопрос? Как вы пришли к этой идее? Кстати, автотюн используют почти все. Вот я всегда совсем спорю. Почти все используют автотюн, но, кстати, если вы хотите услышать без автотюна, ну, потому что, на самом деле, это любой артист использует, Рианы тоже есть автотюн, вот, то вы можете приходить на мой концерт, который будет 30 мая, да. Кстати, да, ссылочка на мероприятие в Фейсбуке тоже будет в описании, приходите на концерт Наташи. Ты же придешь, правильно? Обязательно. Вот, вообще, мы там затусим, короче, круто. Меня тоже там можно будет встретить. Да. Наташ. Забыла. Забыла, в чем вопрос. Вопрос, как вы пришли к этому формату? Именно что коллаборация. Да. С одного канала на другой. Да. Это пришли многие люди, мне кажется, до нас. Слушай, ну вот смотри, просто канал Елены Чижовой уже тогда был достаточно популярным, популярнее твоего. Так? Да, все правильно. И как так получилось, что такой более крупный блогер и такой более мелкий блогер, да? Я не говорю, что менее талантливый, просто говорю, размер подписчиков, да, количество подписчиков. Совместили свои вот эти вот творческие порывы, и получился такой успешный продукт. У меня уже был такой опыт на канале, когда мы снимали клипы с плюшевой Ксюшей.
И у нас было целых 2 клипа, это блогеры и косметика песни. И тоже это было как история, мы с ней так придумали, что у нее было начало истории, а у меня продолжение. С Миленой у нас все-таки 2 разных клипа на одинаковую тему, а там было именно продолжение, что людям интересно было как бы смотреть, что же случится. Поэтому это уже был такой формат, и я вообще хотела изначально, когда мы с Ксюшей снимали, думала, вот классно группу создать, потому что я все время грущу, что я одна, что мне нет команды, что я одиночка, а в одиночку сложно писать песни и делать клипы. И на самом деле я иногда думаю, что даже если бы у меня в команде был человек, который бы не писал песни и не делал клипы, но хотя бы звонил мне и говорил: Наташа, ну как там наш клип, как там наша песня, мы сегодня должны что-то делать, и поддерживал меня как бы эмоционально, мне бы было намного проще. Поэтому я на самом деле стремлюсь иногда с кем-то сделать коллаборацию. Больше даже по этой поводу, а не по поводу подписчиков. Вот, это 100%, потому что мне классно, когда я делаю с кем-то, это происходит быстрее тогда, потому что человек тоже мне чем-то может помочь, потому что реально сложно написать саму песню, тебе нужно там сделать все, клип смонтировать, найти всех, кто тебе там поможет, операторы и так далее. Проще, когда и веселее, и более вдохновляет, особенно для творческого человека, который часто уходит в себя, там какие-то грустные мысли, делать с кем-то. Вот, ну, с Ксюшей мы начали делать, и вот у нас было 2 песни, вот, а потом уже мы с Миленой тоже решили это сделать. Да, ну просто делать коллаборацию такую. У нас с Миленой был опыт до этого сделать простую коллаборацию, но она совершенно не зашла, и это был немножко не мой формат, потому что я себя неуютно чувствую в форматах, когда какие-то челленджи, ну просто немножко не мое, как бы вот так вот. И поэтому, естественно, я и предложила, давай тогда делать музыкальное, что мне ближе. Вот, и так получилось. Все просто. Понятно. Наташ, если бы ты сравнивала свое творчество с каким-то художественным произведением, там, из мировой массовой культуры и так далее, то что, по твоему мнению, ближе всего? Не знаю. Ну, фильм, например. Какая-нибудь странность, типа, кустурица — это странно? Ну, это довольно необычно. Я не знаю, что-нибудь такое безумненькое, когда ты что-то такое делаешь сам себе, такое, я не знаю, блин. У меня сейчас просто аналогия из-за того, что не спала, у меня какие-то названия плохо работают. Давай так, на вопрос не могу ответить. Лучший фильм всех времен и народов, который прям вот тебя прям... Мне много нравится. «Пролетая над гнездом кукушки» мне нравится фильм. Ну вот мне такими драмы нравятся. Люблю поплакать, понять, что в жизни у всех бывает не очень. А еще мне в последнее время очень нравится фантастика. И, ну, фантастика, она глупая выходит, я согласна. Очень мало хороших фильмов. Вот у Спилберга мне нравится фильм, где про робота. Мне нравится фантастика, не знаю, мне просто нравится вот космос, какие-то такие вещи, поэтому даже я последний клип свой сняла именно про космос. «Экспанс» смотрела? «Экспансия»? Да, смотрела. Вот, и «Аннигиляция» смотрела же фильм? Да, конечно, с этой красоткой, как ее, которая в «Леоне» играла. Да, там красиво. У меня сейчас клип будет, я буду снимать, там есть немножечко такой от «Аннигиляции». У меня была идея такая уже до этого, и сейчас посмотрела этот фильм и думаю, ого, ничего себе, даже немножко совпало в идеях, и, короче, сниму еще один клип. Вопрос от неудавшегося певца, удавшемуся певцу. На чем ты зарабатываешь? Удавшемуся? Мне кажется, я еще не совсем удалась. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я удамся и стремлюсь к этому, и работаю. И мне даже там, мне много чего не нравится всем. Мне кажется, каждому творческому человеку что-то не нравится. Я вот сейчас на уроки вокала стала ходить. Надеюсь, что у меня поднимется и качество вокала, и все такое. Зарабатываю на написании песен другим исполнителям, на режиссуре клипов, на рекламе на своем канале. Если объективно взглянуть на YouTube, да, вот ты уже давно на нем, достаточно давно, да, чтобы понимать, как ты думаешь, какие в YouTube есть минусы и какие есть плюсы? Чисто для тебя, как для активного пользователя, контент-мейкера, и по сравнению, наверное, с какими-то другими альтернативными площадками? Плюсов на самом деле есть очень много, как мне кажется, потому что когда появился YouTube, люди творческие смогли сами бы напрямую показывать свое творчество. То есть они уже имели непосредственную связь с аудиторией, потому что раньше, до того, как появился он, в принципе,
инди-артисту было очень сложно, мне кажется, зайти, потому что были такие вещи, как телевидение, и вот мне говорили даже такие слухи, что там на телеканал какой-то музыкальный, там $40 000 в месяц ротация, что-то такое, потому что когда вот я хотела с своими клипами, туда как-то было невозможно пробраться, все это было какие-то... Ну вот если у тебя нет продюсера или продюсер, да, который должен был тебя взять на контракт, у которого были какие-то связи, знакомства, который за тебя бы вступался, раскручивал, делал тебе песни. Если, ну это же единицы могли только похвастаться такими вещами, потому что даже в какой-то момент продюсеры, они просили от тебя денег. Вот у меня был такой момент, когда я ходила и предлагала творчество, и мне прям говорили, прямо известные люди, которые всех знают, они мне говорили, ну, пойми, к нам сейчас пришло несколько групп, и у них спонсоры, и нам дают по $4 миллиона, чтобы мы им раскручивали. Ты кто, как бы, такая? И была очень какая-то безвыходная ситуация, абсолютно. С появлением YouTube все изменилось, потому что каждый творческий человек, независимо от того, где он живет, там, в Москве он живет, где-нибудь там, не знаю, в Екатеринбурге, на Дальнем Востоке, он может выпускать свой контент, и если это стрельнет, если это будет интересно, тебя в то же время бесплатно берет телевидение. Сейчас мои клипы, например, крутят то же самое телевидение, они в ротации, на телеке, но как бы... То есть получается, что у человека намного больше возможностей выразить себя и быть просто там талантливым, что-то делать, да, это, мне кажется, огромные плюсы. Кстати, есть еще один такой плюс, расскажу, который мы недавно с моими подругами обсуждали. Это не каждый поймет, но мне кажется, что это такое есть. В общем, это независимо от творчества. Дело в том, что когда не было вот как бы Ютуба, и когда мне рассказывали какие-то девочки, там, да, ходили и говорили, вот моя песенка, вот посмотрите, появлялись какие-то очень странные персонажи, взрослые и богатые, которые предлагали и мальчикам, и девочкам реально секс за секс что-то делать. Как можно сейчас такое представить на YouTube? Это просто невозможно. Вот Подожди, кто кому платит за что? Ну вот, например, есть такой момент, и почему-то это никто не говорит, то есть что было такое, что девочка там приходит, кому-нибудь там, не знаю, продюсер появляется, какой-то дяденька там, да, и он там, не знаю, кто там, и он начинает говорить, да вот этот вот артист раскрутился, потому что он спал там с тем-то, ты даже понимаешь, что это деньги огромные, это миллионы долларов, потому что в какой-то момент это были действительно очень большие вложения в радиостанции, вот во все это, и начинается вот этот вот очень странные предложения, когда тебе нужно там с кем-то спать, там, да, вот реально же было такое. То есть, подожди, появляется какой-то мутный чувак, да, подходит их было к тебе, много. предположим, Да, и говорит, да. Наташ, я сделаю из тебя звезду, да. Снимай трусы. Да, и такое было очень много у моих друзей, притом не только девочек, а у мальчиков, у парней, потому что говорили, что парни, это, как бы круче, да, в этом деле. Что сейчас в YouTube, когда появился, такое исчезло почти. Какая жалость. Какая жалость, да. Дело в том, что я сейчас не могу представить, что кто-то в Ютубе подходит и такое вот говорит. Это просто невозможно, потому что ребята делают сами свои... Эй, детка, хочешь, я подниму твое видео в топ? Да, хочешь, да. Снимай трусы. Да, я известный блогер, хочешь со мной коллаборацию. Это просто невозможно сейчас. Это очень классно. Это вот просто почему-то мы недавно обсуждали, и я решила об этом сказать. Мне кажется, это интересно. Вот как это не понимается. Это очень круто. Вот. А минусы в Ютубе, что действительно начинается непонимание, что хорошо, что плохо, потому что выстреливает иногда не то, что талантливо, не то, что как бы сделано профессионально, а какой-нибудь такой совсем трэш-контент, который даже иногда не имеет отношения к искусству. Непонятно, что иногда нужно аудитории, и иногда творческие люди начинают терять себя, начинают делать что-то хуже, потому что они хотят просмотров и подписчиков, и понимают, что если они сделают действительно какой-то творческий, какую-то работу, их посмотрит там 50 тысяч человек, там даже 10 тысяч человек. Вообще мало кто посмотрит. Там какие-то инди-музыканты имеют очень мало просмотров, намного меньше же, чем топовые блогеры, которые снимают челленджи. Да, наверное. Вот, и начинается вот такое вот непонимание, что делать, и иногда выстреливают действительно люди, которые случайностью выстреливают, вообще случайностью, и начинают думать, что они уже супер творческие, талантливые, все им должны, и что нужно, что вот они ориентиры, вот такое вот бывает. И я понимаю, почему очень многим людям обидно, и я вижу, что очень многим там моим музыкантам, друзьям обидно. Они говорят, господи, YouTube-блогеры, это отстой, реально так многие говорят. Именно, мне кажется, из-за вот такого вот, хотя очень много талантливых блогеров, действительно, которые работают очень много. Представь себе, ты годами снимала трусы, да, у тебя система налажена,
А это да, это тоже сейчас многие У переживают. тебя там мышцы натренированы. Тут приходит какая-то Наташа в кальсонах и такая: хер вам, я сейчас на ютубе выложу, с Чижовой коллаборацию сделаю, и каждый 10-й в стране посмотрит. Обидно? Ну вот кроме юмора, я, конечно, сейчас говорила именно о талантливых людях, которые не раздвигали ноги, но кроме шуток, такие тоже переживают. Обидно? Очень обидно. Сейчас же есть там действительно продюсерские проекты, которые стараются вкладывать, а у них не идет. Бывает такое, покупают рекламу у блогеров. И есть такой момент, да. Ну вот, а еще такой есть минус Ютуба, да, что, кстати, вот насчет прошлого еще, что я говорила, что все-таки когда в Советском Союзе вообще цензура была, Ну да. то есть там нужно было поэту прийти и показать свой текст куче инстанциям, и они бы сказали: угу, ну хорошо, вот тут вот рифмы плохие, переделай, да, и только тогда ты можешь куда-то попасть. Когда было телевидение, все равно была цензура, ну то есть, плохо снят клип, надо было хоть камеру, хоть оператора нормального взять, кадры построить. Мы не можем это сделать, в Ютубе нет ограничений, то есть вообще цензуры нет, следовательно, делай как хочешь, ничего не умею, просто это. Но это есть плюсы и минусы этого самого. А еще есть такой маленький минус Ютуба, что сейчас любой человек, любого возраста может стать хейтером и оскорблять любого человека, даже который старше его на, например, 30 лет. Вот. Тоже как бы в жизни не представишь, что 8-летний, 10-летний ребенок подходит там старшему там, учителю и говорит: да ты там тварь, там и все такое. А в ютубике это нормально, это прекрасно. Наташ, лично с твоей точки зрения, у Ютуба есть будущее? И вообще, какое это будущее Ютуба? Вот непонятно, так вот мнения разделились. Может быть, еще что-то придумается? Мне кажется, если еще что-то придумается, может быть, какой-то, да, отход туда, например, какой-нибудь 5D реальности, будут 5D чуваки там приходить тебе домой и рассказывать классные штуки. Я не знаю даже, что такое. Но, в принципе, мне кажется, YouTube, именно соцсети, за ними и настоящее, и будущее, но сейчас понятно из того, что есть, именно YouTube — это то, что, на мой взгляд, то, что интересно всем, то, что где находит. Не только YouTube, вообще соцсети. Там буквально сколько-то 5 лет назад у меня даже в голову не приходило, что клип, который на YouTube, это будет типа круче, чем телеки. Вот, в жизни же не приходило такое в голову. У нас есть традиционная рубрика, и она сложилась из того, что мы планируем каждые 2 года общаться с контент-мейкерами и смотреть, как изменилась ситуация на их канале, их жизни, как раз в период в 2 года. И при этом мы хотим также проанализировать, как меняются технологии. И самый наглядный пример — это виртуальный помощник Алиса. Я хочу, чтобы ты задала Алисе 3 вопроса, а через 2 года мы эти вопросы повторим и посмотрим, насколько изменились ее ответы. Алиса, скажи, пожалуйста, ты придешь на мой концерт 30 мая? Обязательно приду. Как ты думаешь, какой мне снимать следующий клип? Коллаборацию с блогером, какую-нибудь веселую, или творческий клип? Снимайте, конечно. Она не говорит. А жаль. И спроси, снимать с блогером или творческий? Снимать с блогером или какой-то творческий, одной? Можно вообще не снимать. Сука! Она на меня обиделась, потому что я задаю много вопросов. Это настоящая девушка. Типа не хочет признаться, что она тупит. Не знаю, что ответить. Такие дела. Вот ты на меня подписалась, а я снимать не буду. Ты от меня отпишешься, да? Вот я так думаю. Очередной раз читаем и отвечаем на комментарии наших любимых зрителей. Реклама Яндекса сильно смущает. Посмотрите, какой контент Яндекс пихает на главную в новости. Пользоваться сервисами этой компании – это зашквар. Уважаемый АК, дело в том, что мы не рекламируем Яндекс и даже не говорим о том, какой восхитительный продукт они делают. Мы просто используем этот продукт в своих чисто вот таких прагматичных целях, поскольку он наглядно демонстрирует развитие
технологического такого прогресса и то, как развивается искусственный интеллект. Ну, конечно, интеллектом это можно назвать с большой при большой натяжкой, но все равно это довольно показательно. Если вы можете предложить какой-то другой виртуальный помощник, который будет точно так же понимать и отвечать на вопросы, то как бы welcome в комментариях, пожалуйста, напишите. По поводу того, что и какой продукт делает компания Яндекс. Вы знаете, лично мое персональное мнение, вы можете не пользоваться услугами этой компании, если вас не устраивает тот результат, который вы получаете. Это нормально, это называется честная конкуренция. Но многим людям это нравится, к счастью или к сожалению, не буду судить строго. Видео, простите, идея для рубрик. Стану стартом в комментариях. Моя идея для вопроса. Что бы ты воздвиг в личном мини-государстве без закона, включая правил, специализированные здания и так далее? В общем, идея в визуализации планов и внутренних устоев опрашиваемого. Формулировка, естественно, может варьироваться. Прикольный вопрос, да, было бы у тебя собственное государство, что бы ты в нем делал, что бы ты в нем как бы добавил, что бы наоборот убрал. Это клевая, интересная идея. Этот вопрос, я думаю, что попадет в следующий выпуск. В этот выпуск мы не успели, а вопрос поступил уже, когда мы записали его. Но идея хорошая, хороший, интересный вопрос, который действительно поможет нам узнать нашего гостя намного лучше и глубже. Спасибо. Если у вас есть тоже интересные идеи для рубрик, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим и другими видео. Позови ребят с канала Илон Маск. У них там девочка Лилия. Думаю, это интерес привлечет. Согласен. Девочки, как ни странно, привлекают и мальчиков, и девочек. А вот мальчики... Хотя, смотря какие мальчики. Вот насчет фона. Я с вами не соглашусь. Какая разница, какой фон? Главное, подача есть. Есть Нил Деграсс Тайсон, и его на любой фон посади, будет очень увлекательно слушать и так далее. Согласен, что очень много зависит от оратора, очень много зависит от гостя. Если гость действительно интересный, неважно, где вы записываете, можно хоть в ванной сидеть записывать, это будет все равно интересно и увлекательно. Кстати, о Ниле Деграсс Тайсоне. Как раз таки во время интервью вспомнил его замечательную цитату. Он написал в Твиттере, что появление в нашем обществе людей, которые верят в плоскую землю, сигнализирует нам о провале образовательных программ. Если вокруг вас есть люди, которые верят во вред ГМО, которые верят в плоскую землю, которые считают, что прививки 100% вредны, знаете, этот человек реально впустую потратил свое время как минимум в школе, а в худшем случае еще и не в университете. Потому что именно в школе дают те самые базовые знания, которые обосновывают именно неправоту людей, верящих в то, что Земля плоская, которые просто буквально на пальцах базово демонстрируют, как работают прививки, почему они в большинстве случаев безвредны, а также говорят о том, почему ГМО не стоит бояться. Но если человек даже в школе на самых каких-то базовых занятиях по биологии, физике и так далее не смог этого понять, значит преподаватель сделал свою работу плохо, а точнее он свою работу не сделал вообще. Это очень важный вопрос научного именно сообщества и очень важный вопрос научного образования как в нашей стране, так и в других странах, потому что вы знаете, что противники ГМО, противники прививок и, соответственно, сторонники плоской земли, они живут по всему земному шару, не только в нашей стране. И это очень глобальная проблема, с которой, к сожалению, мало кто пока борется. Но я думаю, что число тех людей, которые с этой проблемой борются, будет неустанно расти. Зачем же заливаешь 9:16, если монтажишь в 21:9? Дело в том, что я монтажу в 21:9. Вот вы видите сверху и снизу такие как бы границы. Это сделано для того, чтобы придать картинке динамичности. Картинка реально выглядит круче. Просто сравните с теми выпусками, где этих полосок нет. И плюс это дает для меня, как для монтажера, дополнительное место для маневра, для работы с кадром. Просто его тупо удобнее с ним работать. При этом выкладываю я в 9:16, то есть эти границы, они есть абсолютно у всех, даже тех, у которых широкоэкранные мониторы или телевизор и так далее. Это опять же связано с тем, как работает YouTube. К сожалению, YouTube не позволяет добавлять такие иконки, рекомендации в конце видео, если ваше видео не стандартного размера 9:16. И я, кстати, напоминаю, перед тем, как мы продолжим интервью, что у нас в группе ВКонтакте разыгрываются наушники от Marshalls. Пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Все условия, как получить наушники, там написаны. И на этом, пожалуй, мы продолжим интервью. Погнали!
Скажи, пожалуйста, вот лично по твоему ощущению, какое будущее ожидает твой канал? Главное, чтобы не апокалипсис. Я не знаю. Не знаю, без понятия. Я собираюсь снимать клипы. Сейчас у меня очень много новых песен, альбом выходит музыкальный. Собираюсь на них снять, потому что мне вообще еще очень нравится режиссировать клипы. Я подсела уже на это, невозможно остановиться. У меня очень много разных задумок творческих, которые я хочу воплощать. Мы вот сейчас снимать будем, кстати, клип один с Аленой из Научпока. Она была у вас на канале. Она художник просто очень хороший. И у меня одна задумка, где именно нужны вещи, которые рисуются. И я предложила ей, чтобы она еще участвовала в клипе, не просто рисовала. У нас же с ней есть один клип, «Без тебя» называется. Но там она не участвовала в самом клипе. Вот. Ну, в общем, я хочу творить, делать какие-то классные вещи и выкладывать их на канале, чтобы люди как-то их видели. Но для того, чтобы они их видели, надо, конечно, туда подписаться. Вот. А то я иногда что-нибудь выкладываю, люди не знают. Подписывайтесь. Вот так вот, нескромно так. У нас есть тоже еще одна традиция. Я прошу гостей обратиться к себе в будущее через 2 года. Я себе как бы желаю, чтобы все-таки я прекратила постоянно грустить и впадать в депрессии, потому что я этому очень свойственна, это очень сильно мешает мне какому-то творческому прогрессу и действиям. Я действительно очень сильно парюсь, я парюсь по там разным поводам, что обо мне подумает этот человек, достаточно ли это хорошо, я не могу очень многое отпустить и забить на это. Еще я очень надеюсь, что за эти 2 года я найду постоянную команду, которые бы были со мной, потому что один в поле не воин, то есть мне бы хотелось реально найти команду и делать, как знаешь, как Blackstar. Ну, не так круто, конечно, хотя бы, но чтобы у меня была реально команда. И еще я очень надеюсь, что я сейчас начну выступать почаще, и что через 2 года у меня будут концерты, потому что сцена — это все-таки прямо моя мечта, и это то, чего я бы хотела делать до конца жизни и в 70 лет. Спасибо большое. Наташа, ты у нас активный участник творческих каких-то процессов на Ютубе, и ты знакома с огромным количеством контент-мейкеров, да? Кого бы ты посоветовал нашим зрителям посмотреть, ну, с чем творчеством познакомиться, и кого бы ты посоветовала на нашу передачу позвать? Так, а что же я смотрю-то в Ютубе? Как сложно. Так, подожди. Я не знаю. Всех моих друзей. Ну, кто? Так, ну, я думаю, у вас какая аудитория? Всякое разное. Всякая разная. Ну, позовите... Сейчас моя подруга очень хорошая, Саша Кэт. Зовите Саша Кэт. Саша Кэт? Да. Вот. Мы, кстати, с ней делаем тоже музыкальный проект. Саня МС. Yeah. Она поет песни прикольные, типа стебные песни, и она взяла специально себе псевдоним Саня МС, чтобы никто не подумал, что это все очень серьезно, и никто не ругался. Потому что все знают, что МС это очень несерьезно. Да, что это совсем несерьезно, да. Вот. Ну, вы Алену уже звали, канал Научпок, она реально очень крутой художник. Я бы еще хотела сказать, что ей нужно именно не на Научпок подписываться, а на ее личный Инстаграм, потому что там у нее личные работы, которые она рисует именно для себя творческие, это очень круто. Вот. Поддерживаю. Ну, надо друзей поддерживать, поэтому я вот... Так, ну, в принципе, мне очень много каналов на YouTube нравится, именно таких каких-то, не знаю, аналитических, каких-то топлес я смотрела канал. Ян! Ну вот, да. Можно закончить, а то я чуть не то скажу. Почему? Ян же классный. Нет, потому что такой это красавчик, опять название, которое я уже... Почему? Нет, хорошо. Чем больше людей захочет увидеть у нас здесь Яна Топлеса, тем выше шансы, что он выкроет мне минутку. Он у вас не был, да? Он у нас не был. Тогда зовите, конечно. Звали, он очень занят, и он вечно в запаре, и нам очень тяжело состыковаться по времени, поэтому надо, чтобы его со всех фронтов атаковали. И, кстати, да, ребят, я вам напоминаю, пишите вашим любимым ютуберам,
чтобы они приходили к нам на канал, мы взяли у них интервью, и вы познакомились с ними как с людьми несколько поближе. Еще музыкантов. Я все-таки, так как я музыкант, мне Да. нравится смотреть музыкантов. Каких? Little Big, Джарахова того же, Черникова, Никиту. Мгм. У нас с ним, кстати, совместная песня есть, которую мы будем исполнять 30 мая. Это крутяк. В клубе Люстра, да. Ну, вообще, люди, которые делают музыку на YouTube, я считаю, что их нужно поддерживать, и на них нужно подписываться, и ходить на их концерты, ставить им лайки и писать хорошие комментарии, потому что творческие люди очень чувствительны. Можно я скажу еще про свой концерт? Обязательно, Потому что там есть важная штука, очень классная. обязательно. Прямо классная, тем более у вас Алена была. Этот концерт просто у нас будет совместно с Аленой как раз из Научпока. Она будет прямо на концерте создавать картину офигенно, необычным способом. То есть, получается, это будет некий перформанс. Я буду петь песни, играть на клавишах с музыкантом, и Алена будет в это время рисовать картину. И то, что получится, это увидит в конце концерта, а оно будет со смыслом. Вот. Круто. Ребят, приходите на концерт Наташи 30 мая, это уже вот буквально через пару дней. Я надеюсь. Я надеюсь, это после выходит, ты вырезаешь, если что. Да. Приходите обязательно на концерт Наташи, там будет Алена, там будет Никита, то есть там буду я, то есть как бы все, full house, все звезды сошлись. Обязательно приходите на концерт 30 мая. Ссылочка, как я говорил, в описании. Кстати, не забудьте, мы же разыгрываем крутецкие наушники от Marshalls. Где вы еще получите халявные наушники от Marshalls? Ой, я их уже хочу, что мне надо сделать? Тебе нужно пройти в нашу группу ВКонтакте, и там есть пост как раз с предыдущего выпуска. Нужно сделать просто репост и там пару комментариев оставить такое. Ничего Хорошо. сложного, ни рубля не нужно потратить, нужно просто сделать простые действия. Все правила, все условия в нашей группе ВКонтакте по ссылке в описании. Наташ, большое тебе спасибо за то, что ты уделила мне немножко своего времени драгоценного. Ой, Я спасибо знаю- тебе. Я знаю, что ты сейчас очень занята, ты очень утомлена, но ты все равно нашла время. Я дико благодарен, искренне тебе за это благодарен. Большое тебе за это спасибо. Я надеюсь, что подписчиков у тебя прибавится. Спасибо. После этого интервью, после концертов, после всех твоих творческих успехов, ну, в смысле, в процессе творческих успехов. На этом, ребят, сегодня все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Наташи. И, конечно же, не забудьте ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И оставлять комментарии, кого вы хотите, чтобы мы пригласили в следующий раз. На этом сегодня все. Пока. Пока.